Всем привет, с вами Диксатот. Сегодня мы с вами поиграем в игру под названием Open Roads про взаимоотношения родителей и детей, а также про поиски тайн и так далее. Кстати, по поводу открытых дорог, сейчас смотрю, в смысле только что посмотрел фильм «Дом у дороги», современный, который 23-го года с борцом этим UFC. И смотрю старый. По-моему, старый намного интереснее, чем новый, потому что там как-то все, как это объяснить, живее, наверное, или как-то так. Если смотрел или будешь смотреть, напиши в комментариях свое мнение, как тебе вообще. А перед началом этого видео не забудь поставить лайк, подписаться на канал и обязательно прожать колокольчик. А также хочу рассказать о том, что у меня есть свой канал Boosty, куда я выкладываю эксклюзивное прохождение игр, и видео туда выходит до выхода на основной канал. Так, ну что, начнем. Начав новую игру, вы удалите текущий прогресс. Вы действительно хотите продолжить? Да, хочу. Я, мама и бабушка. Тут, подожди. Тут можно. И бабушка Хелен. Бабушкино 90-летие. Надо сначала с управлением познакомиться. Мама хочет, чтобы я собрала свои вещи в поездку. К будущему переезду. Дело вышло долгое. Но я почти закончила. Еще пару вещей и смогу вычеркнуть все из этого списка дел. Так, надо уменьшать сенсу. Сразу же. Где-то... Даже можно еще чуть-чуть. Вот как-то так. С этим... вспомнил я борца, зовут этот Макгрегор. Точно. Расческа упаковываем. С днем рождения, Тереза. Как же здорово, когда ты гостишь у нас. Жду не дождусь следующего твоего приезда. Я так горжусь тобой, твоими успехами и тем, какой женщиной ты становишься. С любовью, тетя Августа. Так, это мы можем закрыть. Тут... Подожди. Да, тут ничего нет. Тут... Опа. Браслет дружбы. Тесс и Френ. Упаковываем. Oh, right. I was supposed to feed you. Poor little guy. Действительно, бедняжка. Так, DVD бестолковая. 95-й год. Алисия Сильверстоун. Богатая и гламурная старшеклассница пытается превратить новенькую в самую популярную девочку в школе. Но у судьбы другие планы. Выбор редакции. DVD бестолковый, 95-й год. Ну и, кстати, хочу напомнить, что для продолжения и выхода полнометражного, все нормально. Для выхода полноценного прохождения нужно набрать 15 лайков. 6 гостей приезжают на ужин в таинственный особняк, но хозяина дома убивают, а каждый из приглашенных становится подозреваемым. DVD разгадка, 85-й год, Тим Карри. $3. Так, Тесс, сегодня вечером посмотрим кино у тебя? Да, конечно. Какие фильмы ты принесешь с работы? Будет двойной сеанс комедий. Хочешь знать, что за фильмы? Лови толковую подсказку к разгадке. Какую подсказку? Я ее уже дала. Тесс, не поступай так со мной. Ты близка к разгадке. Подожди, мы можем ее упаковать.
Зачем нам ластики? Ну, допустим. Ah, Nevada. Home to all manner of folksy cryptids and cool dads. Никаких секретиков тут нет. Книжки, банки, всякие спичечные коробки, что? А зачем нам... Может, там что-то внутри есть, нет? А она их не открывает. Ну ладно. Жидкое золото. История канадско-американской бутлегерской торговли и тайны забытое богатство. Джет Болдуин. Текс. Как-то странно, когда типа нажимаем читать, я думал, тут какая-то будет маленькая история про... Так, места поиска. Набережная. Что-то ладно, это что-то странное. Так, а это что? Охота за кладом. Вот, кстати, о чем я и говорил. Местная легенда или скрытое богатство. Тесс Дивайн, сухой закон в Америке, должен был помешать людям по всей стране употреблять алкоголь в барах и у себя дома. Но все, чего он добился, это бурный рост нелегального импорта алкоголя, особенно из Канады. Так называемым бутлегерством занимались в основном по ночам, переправляя бочки с алкоголем через границу, огромные суммы наличных обратно в Канаду. Но большую часть этих денег бутлегеры прятали и закапывали в Штатах в ожидании момента, когда их можно спокойно привезти домой. И часть этих незаконных сокровищ, должно быть, так и осталась там после ареста бутлегеров или их убийства в результате неудачных сделок преступного мира. Сведения о местонахождении заброшенных тайников, возможно, не дошли до нашего времени, но остались подсказки и зацепки. Мы с отцом провели много каникул в поисках возможных мест хранения забытого бутлегерского золота. Поиски пока не увенчались успехом, но эти местные легенды и стоящая за ними история так и манит узнать побольше. Кстати, немножко история. Это классно. Пришельцы уже здесь. Я женился на Йети, она прекрасна, да. Господин Заяц. Guess I'll have to pack this after my next shift. Хорошо. Вот за это точно лайк. За то, что можно это полопать пупырку. Так, подготовка к возвращению домой, страница 7. Сезон открыт. Болеем за наших звезд баскетбола. Обзор фильмов «Пираты Карибского моря», «Матрица. Перезагрузка». Не пропустите. Подожди, «Матрица. Перезагрузка» вышла в 2003, разве? Ну, ладно, допустим. Официальная газета старшей школы Гринвилла. Вечная память. Годовщина трагедии 11 сентября. Тот роковой день 2 года назад изменил нашу жизнь. Так, как и все дети в Америке, по всему миру учащиеся Гринвиллские школы навсегда изменились. 11 сентября 2001 года. Неважно, как вы узнали о трагедии в то утро от родителей или из репортажа по телевизору, вы наверняка помните, где находились в тот роковой момент. За последние 2 года угроза терроризма стала частью жизни каждого из нас, как и термины вроде оружия массового поражения. Когда самолеты врезались в башню Всемирного торгового центра, мы поняли, что мир никогда не будет прежним. После ввода американских войск в Ирак общество разделилось на тех, кто призывал поддерживать наши войска, и тех, кто утверждал, что доводы Джорджа Буша и Дональда Рамсфельда
Рамсфельда, да, все верно. Для начала войны не обоснованы, но сегодня мы оплакиваем те 6000 человек, жизнь которых оборвалась 2 года назад. И высоко ценим жертву, принесенную волонтерами, службами экстренного реагирования и членами общества, которые бросились в самое пекло, несмотря ни на что. Угу. Ну, короче, да, тут прям прикольно. Это прям кусочек истории. Хотя, может, тут еще что-то будет. Дизайн веб-страниц $200. Веб-публикация $50. Угу. Так, ну, допустим. Лак для ногтей. Так, светлой памяти. Как-то странно, что ящик такой пустой. Оценки и поведения отлично, хорошо, удовлетворительно. Так, это что там? Ага. Плохо, не сдала. Зачет, не зачет. А почему не написано так? Чё к чему? То есть, ну, вот оценки поведения. Вот прям сделали бы таблицу перевод. Всей таблицы. Зачем так было в столбик делать? Так, пропускал занятия этапа геометрии. Так. Положить. Ладно. Стоп. Это нам надо упаковать. Почему-то она выделила именно химию. Что интересно. Так. Panemage WebScribe для Windows и Macintosh. Быстро и легко научить пользователя Panemage WebScribe. Вы сразу же сможете создавать профессиональные веб-страницы, наглядное пошаговое руководство. Правильно работает. Lanyap Books. Кстати, у нее Macintosh. Да, она богата. Шучу. Так. Better leave these where Mom won't see them. Много лишней информации. На вот этих вот почитать. Советы по уходу за людьми с деменцией от внука-подростка. Деменция — это не просто потеря памяти. Деменция может приводить к изменению поведения. Человек становится более упрямым или раздражительным, даже если раньше ничего подобного не наблюдалось. Просто помните, что это не проявление характера, а постарайтесь относиться к этому спокойно. Потеря памяти называется амнезия. То есть заболевание, при котором человек постоянно может забывать, что с ним случилось. Ну, деменция — это, да, другое. Будьте гибкими, вы быстро поймете, на какие вопросы вашему родственнику трудно отвечать. Научитесь уходить от сложной или неприятной ситуации для больной темы. Если сказали что-то лишнее, не переживайте, воспринимайте неудачу как опыт. Ищите положительный момент. Если родственник не может вспомнить имя или событие, не исправляйте. Ведите себя так, будто забыть подобное может каждый. Сохраните позитивный настрой. Вернуть память близкому человеку уже не получится, но вы можете создать условия, в которых ему или ей будет хорошо. И помните,
Не все нужно передавать словами. Иногда просто простое объяснение способно творить чудеса. Простое объятие. Ой. Иногда простое объятие способно творить чудеса. Я не знаю, зачем мы копаемся в мусорке, наверное, только ради этого одного письма. Что в кладовке? Не. Блин, я случайно упаковать нажал. Ну ладно. Ну все, классно, идем вниз. Tess, Yeah? come down to the basement. There's something I want to show you. The basement? What is it? Oh, it's nothing really. Remember, this? Просто прелесть. I love it! Where did this masterpiece come from? Your Aunt August made it when she was a kid. It's Lady, the dog we had when we were growing up. And Aunt August isn't a rich and famous artist now? Well, she is one of those things. Not a famous artist, though. We've still got a little while before we actually move out, right? Like a week? Yeah, about. The estate sale was weird. Having all those people in the house, picking through Grandma's stuff. I'm glad it's over. Yeah, me too. Are you okay? Mom. We took care of your grandmother right up to the end, and now they're selling the house out from under us. I know. wanna just take a minute and look around and see what's left. I haven't really gone through everything since the sale ended. Yeah, me neither. That sounds really nice. Just looking through what's still here. Aside from this hell picture. Amazing that no one bought it, right? Just shocking. So you're all packed up, right? Good to go? Ugh, oh my god. Just remember that it needs to be done by Wednesday so we can get everything out of here on time. I know. Большинство вещей бабушки Хелен ушли на распродаже. Мне до сих пор так и не удалось посмотреть, что там осталось. Пойдем смотреть. Ой, а там что-то... это зажим. Понял. Это, собственно, зажим. Ooh, so dapper. Was this Grandpa's? А почему её нельзя взять с собой? Ну ладно. Так. Да. Никто не сравнится с Милли по части советов. Благодаря остроумию, мудрости и безупречному такту дорогой Милли уже более 15 лет удается очаровывать читателей. В газетах по всей стране можно найти ее мудрые советы, которыми она каждую неделю делится с более чем 5 миллионами читателей. В этой книге впервые собраны некоторые из наиболее интересных ответов умницы Среднего Запада, со Среднего Запада. Но нет такого вопроса о доме, воспитании детей и романтических отношениях, на который у Милли не нашлось бы ответа. Grandma's advice column was popular, wasn't it? For a little while, yeah.
I felt really lucky that I got to ask her for advice face to face. I remember when we went to that one book signing when I was a little kid. You remember that? Yeah, I mean, people in the audience seemed so excited and nervous to get to ask her their questions right there in person. Sometimes when I'd ask Grandma for advice, she'd start off with, "Don't tell Millie," but I think she saved her special advice for me. Well, she could have given some advice to herself and realized that taking out 3 mortgages on her house wasn't such a good idea. Так, что еще у нас есть в подвале? Подожди, а это... А, это лестница наверх. Я, кстати, знаешь, каким вопросом всегда задавался? Вот как по такой лестнице не течет вода в ливень? Это же, ну, типа, странно, когда у тебя такая почти горизонтально лежащая дверь и... Ну, вот здесь, по идее, всегда вода. Или их только в играх такими делают, а в жизни их каким-то брезентом, может, покрывают. Возраст 43 года, адрес Мичиган, Гринвилл, Оранж-стрит. Скончался 28 июля 1968 года в Александрийской региональной больнице. Ветеран Второй мировой войны, служил топографом в 73-м батальоне полевой артиллерии. Разведывал позиции противника с линии фронта. Позже работал в округе Грин строительным инспектором. У него остались жена Хелен и 2 дочери, Апал и Августа. Вторичная организация похорон осуществляется похоронным бюро Милтон Family Funeral Home в Ханкухене. Фанхукен. Придумают же название. Так, ну здесь вроде все, пойдем дальше. Ты зацени, какой кайфовый переход. Прям балдеж. Давай искать что-нибудь интересное, а так можно вообще все что угодно разглядывать. We did our best, but the results were... Получилось, по-моему, очень неплохо. Рада, что ты смогла лично проверить мои кулинарные способности. Ой. I've gotta take more pics with Francine this year. We're so cute. Maybe I should start carrying a camera around. 10.02.2. Who are these people? Mom's Подожди, friends? стоп. Чё я сейчас сказал? Какой 10.02.2? Второй год, 10-й месяц, 2 число. Так. Стаканчик. Wow, was this taken right here? Cool. That's Grandpa? Mm-hmm. Probably only a year before he died. Of a heart attack? Yeah, very sudden. But I guess that's how heart attacks are.
Вообще мне эта игра напоминает чем-то Эдит Финч. Ugh, Mom, please quit already. Ну, если она курит в доме, наверное, жутко воняет. Ленс Крик, не повезло. Oh, how did this end up down here? Huh. Must have been in a drawer of something that got sold. This is from one of the first digs Dad and I went on. It was kind of adorable how excited you both got about going on those digs. I remember being so sure that we would actually find bootlegger gold. Or at least a clue about it. Your dad. Well, at the very least, he certainly had a way of firing up your imagination. I'll give him that. Did Grandma start dressing like this after you moved out of the house? Mm-hmm. After my father passed, my mother, well, Turned into a hippie. a bit of a free spirit, let's say. Doesn't look like that rubbed off on August much. I think it might have. To push her in the opposite direction. What? No one bought this masterpiece? I'm downright offended. I made this when I was, what, 4? At Frankenmuth. Yeah, at that pottery demonstration they did. They'd call little kids up from the audience and show them how to do it. I was so excited. I was jumping up and down, waving my hand, because I knew that Grandma likes pots. She kept it up on this display shelf with all her other pieces all those years since you gave it to her. Oh, honey. It's okay. I think I'm gonna hold on to it. Grandma held on to it all this time. She wouldn't have wanted me to throw it away. Эта штучка мне напомнила такую подставочку под... Ну, или пепельничку под деревяшки, которые нужно сжигать. Именно не в вонючей палочке, а деревяшечки такие есть ароматические, которые пахнут лучше, чем палочки. Oh, good. Some of Grandma's pottery didn't get sold. I loved watching her at the potter's wheel when I was little. Had she been doing pottery her whole life? Honestly, I think it's something else she picked up after my dad passed. Like the advice column? No, she was doing that since I was a kid. Did Grandma... Was she ever with anyone else after Grandpa died? Whoa, where did this come from? Well, she just seems so vivacious. You'd think some man would be interested. Yeah, no, not that I know of. Летающие тарелки. Тут даже целая палитра у нее. What's this thingy? Maybe to smooth out the surface so there's no bumps? Понятия не имею, что это такое. Никогда этим не занимался. Is this... Some of the last pottery your grandmother made. Yep.
after her fine motor skills started to go. It's still kind of beautiful. I miss her a lot. Yeah, me too. Так, ну чего, пойдем на второй этаж. А, у нас, кстати, нет ног. Oh, hey. It's August. Ugh, exhausted. The estate sale was a lot. But that's easy for you to say. Yeah, I remember. And the answer is still no. Well... The what? Oh, right. Right. Sorry, it hasn't exactly been at the front of my mind. Yeah, it's around here, somewhere. No, it's fine. Okay. Love you. Bye. Unbelievable. What did she say? Nothing helpful. Is she still not gonna help us with the house? No. She was just calling to ask me to find some book of hers. Any idea where it could be? It must be upstairs somewhere, in your grandma's things. It has a red and black cover, white block lettering. I'll know it when I see it. Okay, let's go. Тетя Августа позвонила маме, она ищет какую-то книгу, которая ей зачем-то нужна. Скорее всего, книга где-то наверху. Ага. Так, вот это наша комната. Это какая-то пустая комната. I am the very model of a modern major general. I la 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 da 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 mineral. Так, пираты Пензанса. Пусто. Hey, Ma! Actually, maybe I should just put this back. Как жаль, что маме стало хуже. В последнее время я много думаю о ней. Я знаю, что это больная тема, поэтому поднимаю ее в последний раз. Я правда хочу, чтобы ты позвонила позволила мне помочь с расходами на мамино лечение. Понимаешь, ты бы предпочла, чтобы я была рядом и помогала, но я не могу надолго оторваться от работы. Мне жаль, что деньги единственное, что я могу сейчас приложить, но таковы обстоятельства. Если тебя все это напрягает, ты всегда можешь отправить Тесс сюда на выходные. Мне нравится, когда она рядом. Звони, если будут новости о маме. С любовью, Августа. Пусто. Пусто. Пусто, пусто, пусто. What's this? Oh, it's a hook pole thing to pull down the hatch to the attic. Could August's book be up in the attic? With Grandma's things? Could be. All right. We can go up there, but... you go first. Чердак. Нет, вот. Мамина эта комната, наверное. Или нет?
I remember hiding in here with a flashlight to read my books when I was a little kid and we were visiting Grandma. And a box of crayons, apparently. We'd come to visit, and I'd hunker down in here for hours. Some kind of game in my head, I guess. I'd be hiding in here, and I'd hear Grandma out there in her room, typing away or just reading in bed. I know she knew I was in there, but she'd always pretend not to know. And I'd pretend she had no idea I was hiding. I don't know why. I just liked the feeling of knowing she was out there. I have only slipped away into the next room. Somewhere very near, just around the corner. The poem you read at Grandma's funeral. Mm-hmm. Прощание с миль. Дорогие читатели, для меня было удовольствием, честью и привилегией писать для вас все эти годы. Немногим в этой жизни повезло заняться любимым делом, и я благодарна судьбе за то, что отношусь к таким людям. Я столько узнал благодаря вам, и надеюсь, что смогла чему-то научить и вас. Каждую неделю, читая ваши письма, я всегда поражалась вашему энтузиазму, стремлению преуспеть и добиться большего. Мы говорили о худших представителях человечества, но все чаще о лучших. И вы остаетесь для меня источником вдохновения до конца моих дней. Моя колонка закрывается, но я надеюсь, что вы по-прежнему будете считать меня своим другом. А для меня вы точно останетесь друзьями. Ваша Милли. Получали ответ от Милли. Если Милли изменила вашу жизнь к лучшему, поделитесь своей историей, отправив письмо дорогой Милли по адресу Калифорния, Лос-Анджелес, 9975. В настоящее время дорогая Милли больше не дает ответы. Там можно, кстати. Want to know something? Your grandmother didn't write this. I did. You did? That's cool. Well, the circumstances weren't cool. No, but... It was actually really hard. I needed a lot of help from our editor. But I got it done. I'm sure all her readers appreciated it. Yeah. Ответ. Не, ну круто, что есть отражение, жалко нас. Жалко мы призрак. И кстати, я не помню, я, по-моему, говорил уже когда-то это или нет, но вопрос, почему вампиры не отражаются в зеркале? Потому что раньше при изготовлении зеркал использовалось серебро, частички серебра. Вот. И все, наверное, знают, что вампиры и серебро, не состыкуются. Сейчас серебро не используется в зеркалах, поэтому все вампиры будут отображаться в зеркалах, если это явление вообще существует, конечно. Вот, так что... Минутка полезной информации, так сказать. Okay, come on up. Damn, it's dusty. Надо было взять респиратор. Where's that book? Так, какая-то ерундистика. Точно такая же ерундистика. А чем она жуткая? Обычная кукла, пират. Okay, well, this is just creepy stuff. Why are these up here? You'd rather they were downstairs? Good point. What's under here? Here, let me grab that. I'll put it up here to look through. Yeah, there's a bunch of old stuff in here. But...
Mom? Hold on, it might still be here somewhere. There's something... Ah, here it is. Maybe if your dad had read this, he wouldn't have stopped working at the video store. Mom! What's in there? Ладно, сейчас не до книги Августа. Мы нашли подозрительный чемодан в тайнике на чердаке. Это бабушка Хелен его спрятала? Почему? Ответы могут быть внутри. Блин, не знаю, как тебе, но мне всегда нравилось, когда в доме есть какие-то потайные ходы или что-то такое. Whoa. Grandma's wedding dress? I wore it on my wedding day, too. And you can wear it when you get married. Definitely. I knew you would. Well, you didn't know. Oh, I knew. I've always thought this was such a beautiful dress, and I'd always wanted to hand it down to you. Like your grandmother handed it down to me. Those sound like you reasons. Well, you just said you definitely want to wear it for your wedding, so I guess they're you reasons, too. What? Nothing. It's a really nice dress. Let's just keep looking around. Oh, Grandpa Leo was a bowler? He and Dad have that in common. What do you mean? Dad loves bowling, No, he doesn't. but he's always wearing those bowling shirts. Didn't he used to be in a league or something? Honey, he just thinks those shirts make him look hip. Bowling shirts? He's right, they are hip. Hip and cool, like a guy in a ska band would wear or something. Ska? It's, It's this music that cool kids at school like. It has, like, trumpets and stuff in it. And the guys wear fedoras and sunglasses and dress shoes and stuff. And I think, like, bowling shirts. Like Dad. Ska is cool like Dad. I see. Anything else? Nope. Okay. Ладно, пойдем. Пойдем. Кстати, все это время можно было включить свет. Так, как сесть? Вот он. Да блин. This is just some junk from the old summer house. Your family had a summer house? Well, it was more of a cottage, I guess. We spent the summers up there for a long time. And you've never taken me to visit? Well, I haven't been there since I was your age. We just stopped going one summer. The summer after my dad died. I think there were just too many memories there. Oh my god. What? Aren't you seeing it? Seeing what? Right here. Behind them? That's a freshly covered hole. Uh-huh. It's obviously the location of the buried bootlegger gold. In our backyard, you mean? Indubitably. Lady probably buried a bone there. Dogs don't really do that. Only cartoon dogs do that. Only cartoon dogs bury bones, but real-life bootleggers bury gold in people's backyards? In 1968? It was a different time, Mother. Sure. Ну, давай. Я даже не знаю, давай сфоткаем. Мне кажется... Сейчас запечатлим эту картину. Просто, что я хотел сказать, F и D очень близко располагаются, и F типа обычное действие. Вот, и по привычке уже F нажимаю.
На днях одна из моих дочерей повергла меня в страшный шок. Она вышла замуж. Оказывается, они с ее ухажером из колледжа поженились без моего ведома. Дочь заявила, что свадьбу они решили не устраивать, чтобы накопить на дом. Но меня очень задело это отчуждение. Она ведь знает, что я всегда мечтала о пышной свадьбе. Как мне убедить ее, что брак, заключенный тайком, не продлится долго? Обиженная теща. Миль это персонаж, объединить. Дорогая обиженная. Примечания редактора нет. Залог успеха родителей заключается в том, чтобы позволить детям совершать собственные ошибки. Только время покажет, будет ли этот брак прочным. И все, что вы можете сделать, извлечь из этого максимум пользы. Подумайте о грозе, которую несла ваша дочь, держа это в тайне. У всех нас есть свои секреты, включая меня. Если приходится скрывать что-то от самых близких, это очень угнетает. В то же время тяжело видеть, как твой ребенок совершает такую глупую ошибку. Верно, ведь самое лучшее, что может сделать мать, помолчать. Ваша Миля. Мой муж возобновил отношения со своей школьной пассией, девушкой, которую не видел со времен службы в ВВС. Оба в браке. Он сказал мне, что они просто друзья, вопреки здравому смыслу. Я не возражала, если они стали проводить время вместе все больше. Что ж, мне следовало прислушаться к своей интуиции. Однажды, вернувшись раньше времени из магазина, я застукала их вместе. Теперь я не знаю, как поступить. Подруга советует развестись. Мама убеждает остаться ради детей. Что мне делать? Дорогая отчаявшаяся. Нет ничего тяжелее, чем видеть, как твой брак разваливается у тебя на глазах. Поверьте, я знаю. Трудно сказать, что хуже, ощущение предательства или осознание того, что тебя обманули. Развод — сложная тема, в этом нет никаких сомнений. Но вот что я вам скажу. Всегда можно начать заново. Одиночество и свобода — это две стороны одной медали. Ни одна газета не позволит выступить за развод. Перепишите. Пам-пам-пам. Did Grandma write these? During the last summer, we visited the cottage. Was she okay? Looks like her editor didn't think she was. It was only a year after my father died. I think Millie was still figuring things out, too. It must have been hard. I'm sure it was. They'd been married 20 years? I meant for you. Oh, right. I mostly just tried not to think about it. That doesn't seem very healthy. It got me through. Grandma's sunglasses? Vintage. Can I keep them? You think they're your style? Yeah. Sure. Just be careful with them. I'll guard them with my life. Камуфляж леденцов. Imitation jawbreakers. Ah, these little stones were from the stream near the summer house. You painted them? Me and August. The rocks from the stream were so smooth, but I forget why we painted them. You were really that bored, huh? There weren't many TV channels back then. Tragic. Голос за Никсона. Groovy van. I did love that van. The engine died for good while we were visiting the summer home, and so I just turned it into my bedroom after that. You slept in a broken down van? Well, the summer house was small, and I always had to share a bedroom with August. When I realized I could have my own space just by sleeping out in the van, it was a no-brainer. Did you, redo it to be like a bedroom inside? Yeah! Your grandfather pulled the seats out for me, and I set up a little bed frame with a mattress and all sorts of posters and pillows and shelves and things like that.
Wow, that's actually cool. Could I do that? With our car? No! Ну, фургон это действительно классно. Особенно почему-то у у Volkswagen самые такие. Ну, как мне кажется, по крайней мере. Задержание полиции Гринвилла. Прошлой ночью произошла очередная кража со взломом, которую полиция расследует как одно из серий преступлений, совершенных одной организованной группой. И снова не обнаружено никаких признаков взлома. Похищены почти все ценные украшения на сумму более $100 000. Поездка местных девочек-скаутов на пляж. Девочки-скауты из отряда 317 округа Грин вместе со своими семьями съездили на берег озера. Дорогая Миль, недавно одна моя близкая подруга призналась мне, что изменяет мужа. Я очень люблю их обоих и не уверена, что стоит ли мне рассказать об этом ее мужу или сохранить секрет. Дорогая сомневающаяся, подобная ситуация болезненна для всех, кто в ней замешан. Тут не может быть простого выхода. Помните, что это ее секрет, а не ваш. Будьте преданными до конца. Знаю, вы обещали никогда не делиться своим рецептом овсяного чего-то там. Whoa. There was a crime spree? Oh, yeah. Yeah, department stores and fancy clothing shops. Places kept getting robbed. The police couldn't figure out how the crooks were pulling it off. It went on for, well, I mean, it felt like months. So what happened? Did they get caught? Now that I don't remember. Забавная. Так, что здесь? Скоро мы будем вместе. Я люблю тебя, и нам понравится наша новая жизнь, в которой мы будем вместе, свободные и счастливые. Так, открытка. Ого. Динозавры Динотауна. Well, whoever this guy was, it sure seems like he and Grandma had something pretty intense going on. Was Grandma Helen... planning to run off with this guy? No! Not the Helen I knew. Intrigue. Grandma, what were you up to? Grandma's diary? Should we? Oh, I don't think we should really... Oh, Grandma wouldn't have cared. I'm dead. What difference does it make to me? I can hear her saying it now. Никакой помощи. Они считают себя хорошими соседями, но если кто и знает, куда ведут благие намерения, так это прихожанки. Это эти прихожанки. Дети стараются изо всех сил, а Пал, как обычно, погружен в свои подростковые драмы, как если бы это было обычное лето. Августа меня немного беспокоит. Она все больше и больше погружается в свои воображения. Жаль, что я не могу ей помочь. Есть столько всего, о чем я не могу сказать. Мне все труднее держать в секрете нашу переписку с кем-то там. Мы снова будем вместе, это лишь вопрос времени, но держать все в себе, не раскрывать ни одной живой душе, это выше моих сил. Но мы оба знаем, что скоро ожидание закончится, и все это будет позади. Забудь о прошлом, Лео мертв, только наше будущее сейчас имеет значение вместе. Угу. Так, поехали дальше. Опа. Ой, стой. Секунду. Я не то сделал. What is this? So,
Grandma and this guy were definitely together before Grandpa died? And they were gonna run away together? You never heard about this? No, this is And what is this key to? Why is it hidden in here? something at the summer home, I assume. Okay, well, now we've gotta go check the old place out. Maybe we'll find that bootlegger gold? Oh, not this again. And to see if we can figure out what really happened with Grandma Helen and the mystery man. Don't you want to know? I don't know, Tess. We still have so much to do around here. Come on. It'll be fun. An adventure. I still need to call Tina at the theater and finish cleaning out the fridge. Come on. We never get to do stuff together. You spend all your time at the theater, and I spend all my time in school. When was the last time we were able to do something? To talk? Well... Не будь занудой. You do want to know, don't you? I can see it, Mom. I can see it in your face. God. You know, a little change of scenery would be nice. Ha, that's the spirit. We could spare a weekend before we have to move for a little road trip, right? To tie up some loose ends. Right. And some of those little towns along the way are great for antiquing. Yeah, sure. All right, it's a deal. Let's hit the road and see what we find. I could really use a break from all this, even if it's just for a weekend. Pack your overnight bag. Yes! And bring your homework. I don't need you falling behind at school. Do you really think we're gonna find buried gold at your grandma's old summer home? Well, no, not really. It's like Bigfoot. He's just fun to look for. I see. Like Nessie, like X-Files. I don't remember that episode of X-Files. The one where they look for buried gold? Why would the FBI send them to look for buried gold? The government's always looking for money. Yeah, you're not wrong. Well, if I find it, you'll be the first to know. And then the government. What about August's book? We can FedEx it to her when we get back. Okay. A road trip! This is gonna be great. Да, секретные файлы, это было классно. Не чердак себе, вы обнаружили тайну на чердаке дома Хелен. Мы едем в тайный летний домик, чтобы выяснить, какой такой загадочный мужчина был у бабушки. Кто знает, что мы сумеем отыскать, но добираться будет долго. Еще, кстати, есть одно, наверное, небольшое замечание. Было бы неплохо, когда вот мама согласилась, вот, все-таки эмоцию какую-то добавить, то, что она улыбается, потому что она такая, типа, ну, ладно. А когда актер озвучивал, там была другая эмоция. Но это чисто мое такое. Не думаю, что там есть что-то интересное. Тоже ничего интересного. Очки. Угадай, где я? В машине с мамой. Ну и? И зачем ты мне это пишешь? Затем, что у нас путешествие. О, вы это планировали или сегодня утром нарисовалось? Куда едете? Мы нашли кое-что интересное на чердаке у бабушки. Теперь едем в старый летний домик моей семьи. У тебя теперь есть летний домик? Прикинь, мама никогда не говорила, что там уже типа лет 30 никто не был. Надеюсь, там круто или привидение есть. Или то и другое. А знаешь, ты права. Я тебе напишу вечером, если там круто. Или привидение. Ты сказал маме про билет на самолет? Неа. Тесс. Упси. Ты должна сказать.
Ладно, хорошей тебе поездки. Что еще у нас тут есть? Блин, какой клевый потолок в машине. What are you doing back there? Are you gonna do your homework? No. Reading in the car makes me carsick. Then what are you messing with back there? I don't know. So stop it. It's not safe. Окей. What highway are we on anyway? Oh, this is the old two-lane north route. From before there was a freeway. It used to be the main route north, but now it's pretty off the beaten path. It's the way we always took to get up to the summer place when I was growing up, though. So I wanted to take it again. It's nice out here. Peaceful. Mm-hmm. Used to be a lot more cars on the road, and little shops and towns along the way. But with all the traffic going up the freeway now, everything kind of died off. Не густо. Так, ладно. When did you say the last time you were at this summer house was? Oh, when I was, I guess, 15. Your age? I'm 16. I meant about your age. So, a long time ago. Wow. No one's been there since, like, the 19th century. Ha ha. What was the Industrial Revolution like? Tess, I wouldn't know. Did you ever meet Galileo? Jesus, how old do you think I am? I mean, I'm just estimating. It's a rough estimate. It's a rough estimate. I'll say. It was the 60s, I think, summer of 68. 1968. So, like, 35 years ago? And you say you're bad at math. What was it like? The summer house? And the Dark Ages, but yeah, the summer house. I just always really liked it there. It was an escape. From what? Everything, I guess. School, town, same old. Every day just felt like it was hours when we were there. So why did you stop going? Oh, yeah, we stopped going as a family when I was your age, and then I went off to college, and then married your father. Did Dad even know about this place? I can't imagine Dad passing up a free summer home where he could just hang out and do nothing all day. So you're saying your father is lazy? No, Dad's a hard worker. Okay. He'd work late at the video store all the time. He'd be there with the closing shift. Watching movies on the store monitors. You've got to have something on for the customers. Closing is a pain in the butt. And he'd manage the schedules and store finances. He even made the window displays. Fine, those were pretty cool. No. I mean, I guess there is a real reason I never told your father about the old summer place. Because I knew he would never have put in the work to actually fix it up so we could use it. It needed a lot of work? Well, not last I saw it, but being unoccupied for decades out there in the middle of nowhere, it's gotta be falling apart. It could still be in good shape. Maybe somebody's been, you know, keeping it up. You hope squatters have been living in it? No, like, you know, like shoe elves.
I mean, it'd be nice if it were magically still in good shape, considering we need a new place to live. To live in? Tess, I'm sorry, you couldn't live there, and not year-round. Why not? Well, it doesn't have central heat, or even really insulation. It's a summer home, not a winter home. Well, it's better than not having a home at all, isn't it? Okay, we're not gonna be homeless. But we're getting kicked out of Grandma Helen's house. We don't have anywhere else to live. We'll find a place. What kind of place? I don't know yet. We're gonna be living in this car, aren't we? No. Just like when you lived in that van. We can find an apartment. How are you even going to pay for an apartment? The theater company, I thought you said it was underwater. Well, it's not doing great, but... Mom. What? We need money. Believe me, Tess, I know. If Dad was still here. Excuse me? He could help. Pay for things. If your father and I were still together, we wouldn't be in this situation in the first place. Well, have you asked Dad if he could send back some money? To help? Absolutely not. He doesn't have the money. But Dad moved out west for work. What? Don't laugh at me. I'm not. It's just... work. Sure. It wasn't for work? Then what was it then? I think I deserve to know. If he hasn't told you his side of the story, I'm not gonna step in and take that responsibility for him, like I always did. Your father left me in a hell of a situation. We made all these decisions together. Do you not understand that? We made decisions that depended on us both, sticking around. I didn't plan for any of this. You idealize your father, you know that? And I just don't really want to talk about it right now. Fine. Let's never talk about it. Let's never talk about anything important. Я точно слышал, что мой телефон жужжал в бардачке. Привет, дочь. Извини, не видел СМС. Был на совещании. Как дела? Привет, пап. Что нового? Да как всегда. Сейчас на работе, но рад, что написала. Как там работа? Ой, так. У тебя получается немного помочь... Получится немного помочь нам с мамой деньгами? Может, мама не говорила, но мы на следующей неделе съезжаем. Я думаю, маме будет сложно платить за новое жилье и всякое прочее. Не сможешь прислать немного денег, чтобы помочь? Я бы рад, но у меня сейчас весь оборотный капитал реинвестирован в работу. Если бы я мог прислать столько, чтобы помочь, и при этом не потопить свой бизнес, я бы прислал, ты же знаешь. Но твоя мама всегда была умная, она разберется, не переживай. Ок. Ты же понимаешь, солнце? Ага. Ты сказала маме, что купила билеты? То есть она всем сказала, кроме мамы. Еще нет. Мы с мамой сейчас в поездке. Расследуем семейную тайну и едем в ее старый летний домик. Представляешь? Ого. Дочь, ну ты ей скажи. Или я сам скажу. Она от такого точно будет в шоке. Окей, обещаю, что скажу. Верно. Верю, люблю тебя. Мне уже пора возвращаться к работе. Маму там не обижай, окей? Люблю тебя. Скоро увидимся. Are you sending text messages to someone? Yes? Yes, I am. To who? It's to whom, Mother? It was Dad. Just getting his side of the story, huh? No comment. It's all right. Having a common enemy can help bring people together. You're not my enemy.
Or Dad's. Sometimes it feels that way. Well, it's not supposed to. Мы уже приехали, вы завершили первую поездку на машине. Mom! My God. Are you okay? I just didn't think it would still be here. Mom, well, it is. And it looks to be surprisingly well preserved. Well, it's not just like I remember it. A little more Rundown? weathered than the last time I was here. But I guess I am too. Want to start looking around? Yeah. Я не так себе представляла, когда мама сказала, что у них был летний домик, но он все равно классный, ретро, все такое. Наверняка внутри куча всего клевого с тех времен, когда мама была подростком. Надеюсь, мы еще найдем наводки на то, кем был таинственный мужчина у бабушки Хелен. Я сразу хочу найти это место. Это место, где закопано... Подожди, ну-ка секунду. Ну мы это место уже прошли, да. Но в любом случае лучше осмотреться. It's your groovy van. And it's locked. Gotta keep all the groovy stuff in there secure. Please tell me the keys are somewhere. I need to see what a lava lamp looks like after it just sits there mutating for 30 years. They might have been... I can't remember. Don't do this to me, Mother. I have to see how much tie-dye is in there. Please. Oh, August was always trying to steal my keys so she could get in there and mess with my stuff. They're probably in her room. Oh, the little criminal! All right, I'm on the case. The groovy stuff is so close, I can taste it. Лава-лампа была действительно кайфовой штукой. Так, значит... Это место где-то здесь вот было, где яма. То есть, если стоять вот так, яма прямо вот, да, где-то здесь. Is this a trailer home? It's a mobile home. What did I just say? They're not the same thing. A trailer home hooks up to the back of a truck and can be towed around. You can take it from place to place. A mobile home arrives on a trailer, like towed by a big truck. Go on. A mobile home doesn't have wheels. Well, why didn't you just say that? Well, I will admit it took me a moment to untangle the nuances. Подожди, а как его передвигают тогда? Не очень понял. Что она имела в виду? Типа, оно на рельсах передвигается или что? Или типа его как-то поднимают? Ну, навряд ли его поднимают, это бред. Ну, тут довольно...
Sheesh, what happened here? Looks like the wall gave way. Water damage, I guess. What is this thing? It's the water heater. Oh, that's why you said water damage. I get it, I'm following along. Well, it's not going anywhere now. Can we climb over it? No! God, look at all that rusty metal. I'm up on my tetanus shots, aren't I? We're not risking it. Well, what's that thingy back there? It's a maintenance hatch for getting down into the crawl space under the house. Is there any other way into the crawl space? I think there's a way to get in from around the back. Why are you acting so excited? Well, if we could get into the crawl space, we could climb back up out of that hatch and get over to that side of the mobile home to find more stuff. I'm not sure why you're using the plural here. And also, I really want to see if there's any cool, creepy stuff under there. Like a skeleton. Listen, you can give it a peek if you want, but there is no way I'm crawling under there with you. You're on your own. Hey, no problem. More cool, creepy stuff for me. Я понял. Новый друг Августы. Папа Августа оставил ей необычный галстук. Он был классным и обладал особой силой. Когда Августа надевала этот необычный галстук, они встречались со своим другом Сумраком. Сумрак жил в тени и всегда был готов прийти на помощь. Он был для Августы другом, который всегда рядом. Nightshade? It was because he could only come out at night. Or stay in the shade, as I remember it. Okay, well that's spooky as hell. August was just a kid. She needed someone to talk to. Did it have to be a freaky, imaginary friend who lurked in the shadows? I mean, what about you or Grandma Helen? Well, I was a teenager. I don't think I was the most, compassionate at that age. I had my own problems. If I had a little sister and Dad died, I'd be there for her to talk to. It's different. You don't know what having a little sister is like. Are you trying to say you were justified in not helping your little sister when she was grieving after her father died? I helped. I did. I mean, we were all there for each other, but I could have used more help too. I don't think I had anything left to give. So August made a new friend for herself, one who would always listen. Так, что еще? Так, Вестник церкви. Давай, я, наверное, пролистаю это просто. Вот, а ты поставишь на паузу. Радиоактивные осадки. И как себя обезопасить? Радиоактивные осадки — это не что иное, как частицы вещества в воздухе, ставшего радиоактивными в результате ядерного или термоядерного взрывов. Если атомная или водородная бомба взрываются близко к Земле, 1000 тонн радиоактивной пыли из Земли, стройматериалов, камней и газов поднимаются вверх, иногда на высоту 24 тысячи метров или более. Они образуют грибовидное облако, которое всегда сопровождает подобные взрывы. Некоторые из радиоактивных частиц распространяются в непосредственной близости от места взрыва, вскоре после того, как он произошел. Другие же разносятся ветрами в верхних слоях атмосферы на многие километры. Однако рано или поздно они оседают на Землю. Это и есть радиоактивные осадки. Не отчаивайтесь, не паникуйте. Следуйте этим простым правилам. Подготовьте укрытие в доме или на заднем дворе, независимо от того, где вы живете, в большом городе или в сельской местности. Обеспечьте убежище недельным запасом еды и воды. Поставьте в безопасном месте радиоприемник. Ну, кстати, недельный запас еды и воды я бы увеличил до месячного. Это не так сложно. Поставьте в безопасном месте радиоприемник, желательно работающий на батарейках. Отметьте частоты Conil Red, новости и инструкции гражданской обороны будут передаваться на этих частотах. Если вы уверены, что находитесь в зоне серьезного воздействия радиоактивных осадков, снимите верхнюю одежду и тщательно помойте водой обнаженные участки тела. Подведем итог. Американцев не просто запугать. Конечно, мы обеспокоены силами, доступ к которым открыла наука, иначе мы не были бы разумными человеческими существами. Но с этой проблемой можно справиться. Как мы
справлялись с другими. Благодаря американской изобретательности и тщательной подготовке обратитесь уже сегодня в местное управление гражданской обороны. Там вам подскажут, как помочь семье и стране подготовиться. Ну, слушай, в игре довольно много полезной информации, полезной и интересной информации, мало того. Приглашение. Куда? Дорогая, я знаю, я в бегах, но никогда еще не чувствовал себя таким свободным. Я только что пересек границу и пишу тебе, сидя за столом в номере мотеля, расположенного в укромном месте у боковой дороги, вдали от магистрали. Придется еще немного поездить, прежде чем я найду нам место, где мы сможем обосноваться. Но уже скоро у меня будет обратный адрес, на который ты сможешь отправить ответ. Не скучай по мне слишком сильно. Well, would you look at this? A postcard from the mystery man. What was he running from? The cops? For what? Stealing? Grandma's heart? Okay, Tess. Ooh, a little tiny key. What do you think it's for? Probably unlocking something? Ugh. Maybe a desk drawer? Ну, мы это сейчас узнаем. Кстати, заметь, здесь нельзя открыть ящички. Ящички открыть нельзя. Опа, а вот это мы не читали. Шотган. Это же мистер Шотган. Oh, look at this big pink guy. Kurt won that from me. At the fair. Kurt? We met at the drive-in diner. You had a summer fling? Was he cute? I thought he was very handsome. And he rode a motorcycle. Oh my god, a bad boy? Honestly, I fell for him pretty hard that summer. It was pretty, Cool. On his motorcycle? He was very romantic. Oh, no. No, not like that. Well, a little like that. Oh, no. So, what happened? Did you break up with him, or...? I don't remember. It was just a summer thing. It doesn't really matter. Wow. Did I hit a nerve? Hey, maybe we should keep looking around for more relevant things. Ящик? Нет? А там же не было... Что? Замоченной этой? Я продолжаю колесить по шоссе и проселочным дорогам в поисках идеального места, уединенного уголка, куда никому и в голову не придет заглянуть, и где было бы немного пространства. Я знаю, тебе всегда хотелось жить у воды. Скоро что-нибудь найду. Просто потерпи. Просто не торопи события и не подавай виду. Угу. Aha! They were really gonna run away together, huh? He thought so anyway. Whoever he was. Why do you think Grandma decided not to run off with him? Well, maybe she just came to her senses. She could have gotten swept up in all the emotions and everything after Father died, and then when the time came, she thought better of it. Maybe. Or
Maybe something super messed up happened. Like what? Okay. He was driving on these secluded back roads and whatnot, and he picks up a hitchhiker. And the hitchhiker gets in, and he asks him where he's headed. And the hitchhiker says, all the way to the end of the line, man. And the hitchhiker's just staring off into the distance like he's lost at some faraway place. And then all of a sudden, with no warning, he pulls out this huge rusty Bowie knife. It's actually pronounced Bowie. What? No, it's like the last name, like David Bowie. Different last name. Bowie. Are you just messing with me? No, that's how it's pronounced. Okay, well, anyway, maybe this guy got killed by a crazy hitchhiker, that's all I'm saying. Well, that would be super messed up. Ну, такое бывает, почему нет? Ладно, пойдем дальше. Вот это. Апал, тут так здорово, просто потрясно. Ты должна приехать. Я знаю, ты каждый год уезжаешь в свой маленький летний домик, но тебе правда стоит поработать со мной в этом парке в следующем году. Ребята нашего возраста управляют аттракционами, торговыми лотками, проводят игры. К тому же после закрытия парка можно кататься на аттракционах сколько влезет. Ну, если оператор не придурок. Обещаю, что поедешь со мной следующим летом. Как там дела в глухомане? Все еще работаешь в закусочной? Если тебе не везет там с парнем, приезжай сюда, увидишь. Тут нормальные нереальные чуваки. Я такое видела, ты обалдела бы. Привет, семья от меня. Буду писать тебе каждую неделю, как в прошлом году, так что не забывай отвечать. Твоя подруга, которая развлекается по полной и отчаянно хочет, чтобы ты была рядом. Лори. Mom, you know what it sounds like? You had a Francine. I guess I did. I've never heard of Lori before. Are you still in touch with her? It was short for Dolores. Maybe you've heard me talk about my old friend Dolores? No, I don't think so. We haven't spoken in years. One of those friends you have in high school and then college happens and, you know. That'll probably happen with me and Francine. She wants to go to a theater program in New York. And then on to Broadway. We'll tell her to stay in town. We can cast her at the Andromeda. No offense, but Greenville is too small time for her. So you don't think you'll stay in touch? I mean, we'll talk on AIM and whatnot, but she'll be hanging out with all her cool new theater friends and going to the Empire State Building every day and whatever New York people do. And as soon as I have a little more work in my portfolio, I'm applying all over the place in Silicon Valley. Friendster, Blogster, all the stirs. Monster? Yes! Monster.com. That's how I'll find the job. You know, while you work on your portfolio, you could get your degree right near home. Mom, please, stop. We're in an abandoned mobile home right now. I don't want to argue about college. Well, then don't argue, just listen. Why would I go to college and then apply for jobs when I could just skip the college and then apply for jobs right away? Cut out the middleman. I think college is a little more than a middleman. But maybe you're right. This isn't the best place to have this discussion. Let's keep looking. Блин, ну, колледж, на самом деле, это такая тема, конечно. Я бы сказал, не для всех. Допустим, если у тебя есть какие-то клевые идеи, которые ты уже сейчас можешь реализовать, почему бы этим не заняться прямо сейчас и не тратить время на ненужное. Вот. А если у тебя никаких идей нет, то, наверное, колледж все-таки нужная штука. Если ты не определился, чем заниматься. No, August did. I never had a green thumb. She loved helping my mother in the garden. Really? Why do you say it like that? I don't know. Can you picture August getting her hands dirty out in the garden now? I guess not. But if my mother was ever out in the garden, she was out there with her, helping the best she could.
I remember one year, maybe when she was 6, she started crying so hard when it came time to pick the berries and vegetables. But the plants worked so hard growing them. You can't just take them. Aw. Well, now I feel bad for the plants. She was a sensitive kid. So am I. So what happened? Hmm? To August. She doesn't seem so sensitive now. Oh. Life happened, I guess. Дерево красивое. Так, она сказала вход где-то сзади, так. Не? А... It's out there. Somewhere. That buried bootleg of Нет, она не gold. там. Uh-huh. Bigfoot, too, I hear. Do you think he found the gold already? What makes you so sure Bigfoot's a he? Oh, I love it. Equal opportunity cryptids. Very forward thinking. It's 2003, Tess. Anyone can be a Bigfoot. Так, нам нужен ключ. Ключ. А, погоди, ключ. Нет, стоп, ну подожди, там была. Что-то я не совсем понимаю. Она сказала дверь сзади, так, так, там. Пиплинс. Может, надо все пили? Рисунок, тарелка. Где нам нужно 2 ключа? Не похоже. Есть ощущение, что я что-то не увидел. Is this lady? There she is. Good girl. The resemblance to August's portrait of her is uncanny. Those vacant eyes, the unhinged jaw. August really captured her malevolence. Malevolence? She looks like a sweet old dog, but it took August's artistic temperament to expose the darkness within. I love art. Нет, погоди, у меня все-таки остаются вопросы. А где могут быть ключи? Ключи. Как же быть? Так, она сказала, что
ключ в комнате ее сестры. А сзади заперто. Сзади заперто, и это значит чего? Это как нам попасть-то туда? Тут никак. А где может быть ключ? Вот. So, this is how we get into the crawl space? You keep saying we. So, this is how intrepid people with an innate sense of curiosity get into the crawl space? Among other personality traits, yes. Fine then. I'll go it alone. You're probably too frail to get in here anyway. Those creaky knees of yours. Wow. Okay, into the filthy crawl space you go. See you on the other side. Я так и знал, нам дадут возможность поползать. Вообще, кстати, во многих подполах есть возможность, конечно, не ползком, но на четвереньках. Ну, точнее, не ползком, а на четвереньках ходить. Или гуськом. О! Классика. О! Это крот. Похоже на крота. Ooh, this is good. Mom's gotta see this. Пишу тебе из нашего нового дома, прямо на воде. Я долго искал и понял, что нет лучшего дома для нас, чем тот, в котором можно просто поднять якорь и уплыть куда хочется. Поэтому я купил для нас плавучий дом. Это и впрямь нечто особенное. Я купил его у одинокого старика. Он содержал дом в идеальном состоянии, просто устал за ним ухаживать на склоне лета. Ходят слухи, что реку перекроют плотиной, но это произойдет не скоро, если вообще произойдет. Теперь осталось тебе и детям переехать сюда. Я надеюсь, что ты хорошо провела лето. Напиши ответ тайком. И начнем строить план на большой переезд. С тех пор, как Лео умер, я понял одну вещь. Чтобы жить, нужно быть при деньгах. Готовься оставить все свои заботы позади. Угу. Mom, I found a way in. Hang on, I'll open the back door. Hey, Mom, I found something. Look, look. Another letter. He wanted to live with Grandma on a boat. Maybe we can figure out where the boat was by looking at the photo. It looks like, well, it looks like a boat. A houseboat. Can't see much of the surrounding area. It's near trees? Maybe we can look for some of those. A place in Canada with trees. That narrows it down. Now, what is this? During the summers when we'd come here, I had a summer job as a waitress at the drive-in. On roller skates? Like in the movies? Yeah, I guess. And those movies were based on reality, you know. You were cute. Oh, I don't know. Oh, please, Mom, stop. You were cute then, and you're, hot mom now. What? According to the boys at school, you are my hot mom. You didn't know about this? What? No! I am not. Oh yeah, no, it's great. It's great having all the boys at school talking about how hot your mom is. It's great. Regardless, this photo of you is real neat, and I think we should keep it. Sure. Why not? Уже качусь вам.
вам. Так. В следующий раз, прежде чем пытаться что-то исправить, дайте друг другу время, чтобы остыть. Так, драгоценному камню. Вы молодцы, идеалистичны и доверчивы. Молоды, идеалистичны и доверчивы. У вас открытое сердце и много боли, которую нужно исцелить. Не позволяйте кому-то, в ком больше блеска, чем содержание, воспользоваться этим. Нужен совет, напишите миль. На-на-на. Понятно. Так, что нам... Precious stone? What is this? Advice for rocks? No, dingus, that message was for me. Oh, right. My mother was against me and Kurt being together from the start. To be fair, I would go off to who knows where with him and sometimes not come back till the morning. Now I understand how worried she must have been as a mother. You were a bad kid? Do you ever thank your lucky stars I'm not a bad kid? I don't know. You and Francine can stay up pretty late. Playing The Sims and eating pizza rolls. Yeah, you kids are wild these days. Так, что-то еще? Что здесь? What's in here? That was my mom and dad's room. Well, just my mom's room last we were here. Well, dang it, that door's stuck. I think... Look, we could twist the latch open if... I think I could get this open with a flathead screwdriver. Awesome. Where's one of those? Oh, I had a little toolkit in the glove box of my van. Nice. Так. Go mechanics! Oh man, I forgot that August had this. I let her keep it when I moved into the van. But August didn't even go to Fort State. She almost did. We were both so excited to, growing up. Don't you remember Grandma talking about how much she loved it? I remember her talking about how sexist it was. Yeah, well, everything was sexist back then. But we're a Ford State family. You'll be a triple legacy. I don't even know if I want to go to college. What do you mean you don't know if you want to go to college? Of course you're going. I can make my own choices. What kind of choice is that? To be broke? I'm not gonna be broke. I've been working really hard on my design business. And August didn't go to college. August was lucky. She's talented, but she's also lucky. When I'm 18. Look, I don't want to talk about this anymore. It's not a discussion. Fine. Ладно, давай, наверное, на этом закончим. Вот, игра вообще супер бомбезная, и я надеюсь, мы соберем 15 лайков. 15, даже не 50, просто 15 лайков. Это же, ну, так мало вообще, если задуматься, ну, ни о чем. Вот, 15 лайков, выходит продолжение, и, собственно, вот так. Вот. Надеюсь, что тебе игра зашла. Вот, потому что мне она очень понравилась, внезапно. В общем, большое тебе спасибо за просмотр. Если досмотрел до этого видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии, не забывайте подписываться на канал и обязательно прожимать колокольчик, чтобы узнавать о новых роликах самыми первыми. Ну а мы с тобой увидимся в следующих видео. Всем до встречи и всем пока.